Привет всем, с вами я, Наталья Еселевич, я руководитель студии перманентного макияжа, визажа и лазерной косметологии. Мы продолжаем рубрику «Вопрос-ответ», и сегодня я начинаю серию полезных для вас видео о том, как удалить некачественный татуаж, чтобы не осталось следов, не осталось шрамов, чтобы вы были красотками всегда. И в своем первом видео я хочу рассказать о том, какие методы удаления некачественного татуажа есть. Наша студия за 2 последних года удалила уже более 2000 разного вида перманентных макияжей, татуажей, микроблейдинга, хоть как это называй. В общем, все то, что выходит за рамки природного роста, например, бровей, все то, что уходит в серый, зеленый, красный, сизый. И поехали! 3 способа удалить некачественный перманент. Первое – это лазерное удаление. Второе – это ремувер. Третий способ безопасный – это ревайвинг, который пока не все знают. И сейчас я расскажу о каждом этом способе, о его плюсах и минусах, и о том, что вы обязательно должны знать перед тем, как доверять свое лицо различным мастерам. Первое – лазерное удаление. Представьте вашу кожу. У нас имеет кожа много слоев. И в зависимости от техники, в зависимости от пигмента, у всех по-разному, у кого-то поверхностно, да, то есть где-то примерно там в начальных слоях дермы, у кого-то очень глубоко, там прям в самой дерме лежит закапсулированная краска. Лазер лучом безопасно именно вашу закапсулированную краску он увидит, он ее разбивает на мелкие частички, и сам организм, наша кожа через лимфу, через регенерацию, ваш обмен веществ, он начинает его выводить. Вот так происходит удаление татуажа, потому что многие думают, что через кровь, через корки, и вот сюда у меня краска сейчас должна всплыть. Абсолютно неправильно. Лазерное удаление татуажа, татуировок относится к разряду косметологических аппаратных процедур, и по закону тот специалист, тот салон, та клиника, которая удаляет некачественный перманентный татуаж, должны иметь медицинскую лицензию на право удалять татуировки лазерным методом. Но практика показывает, к сожалению, в России не все татуировщики, мастера на дому удаляют татуаж, и просто мастер, который недавно отучился и сразу же покупает лазеры. И вот здесь мы видим также шрамы, ожоги от некачественного удаления татуажа. При выборе того места, куда вы пойдете удалять, очень важно видеть результаты зажившие. Не сразу же после удаления лазером, а именно через месяц. Сколько процедур, например, да, вы видите какую-нибудь сложную работу, и видно там спустя 2 процедуры через 2 месяца или спустя месяц после удаления. И там вы должны не увидеть перманентного макияжа, потому что часто так же, как и, например, татуаж свежий выкладывают, и это вообще не объективно, и также выкладывают только что после удаления, да, когда сразу же появляется такая моментальная реакция фроста после лазера, выбеливается татуировка, но проходит буквально первые сутки, цвет возвращается. И поэтому вы видите, татуаж был, татуажа не стало, нет следов, нет шрамов и просто голая чистая кожа. Плюс у этой клиники есть лицензия, плюс выполняет лазерное удаление врач, то смело вы можете обращаться. Первый метод удаления татуажа лазер мы разобрали. Сейчас остается 2 метода, это ремувер и ревайвинг. Примерно принцип действия, суть одна, у них разная основа, но это 2 способа, которые удаляют неудачный татуаж, когда лазер уже не видит, или когда у мастера нет лазера. Ну, действительно, не у всех есть лицензия, не все врачи, и не у всех есть огромные средства на покупки лазеров. Ремувер – это такая жидкость, она на кислотной, на щелочной, на соляной основе. Это химический состав, который вносится в кожу путем также иглы, аппарата, как вам делали, и он изнутри расщепляет вашу краску и выводит. Есть ремуверы, которые наружу вместе с лимфой, вместе с кровью, и вы ходите с такой жутко черно-зеленой коркой на бровях, на губах.
это жутчайшая картина, когда 10 дней человек не может выйти. Есть более такие спокойные ремуверы, но особенность в том, что, например, кислотные ремуверы, как правило, если он не в опытных руках, очень легко получить шрамы на лице. То есть и часто мы видим такая серая бровь, и внутри она глянцевая роза. Вот это как раз рубец после ремувера. Поэтому я только за профессиональное использование. И если вы увидите у вашего мастера, куда вы хотите пойти удалять, есть в портфолио работы до, например, какой-нибудь зеленый бежевый цвет или с губ татуаж, и она покажет, как носился, то есть что нет корок, и плюс, что через месяц нет неудачного татуажа, нет шрамов, то прекрасно, смело вы можете записываться и идти на такие удаления. Если результатов нет, тогда задайте вопрос, и что-то должно вас насторожить. Это вот мой вам совет. Ревайвинг. Третий способ удаления, я его отдельно вывела, потому что этот метод безопасный. Мы работаем в Веселевич студии этим методом вместе с лазером, мы чередуем, смотрим все индивидуально. Ревайвинг, он принцип схож с ремувером, он более безопасный, он не делает минус ткань, и можно удалять татуаж с глаз. Ремувер, если попадает в глаз, то есть там сразу же ожог. Главное его преимущество и достоинство, что у человека после процедуры нет корок. Прозрачное, легкое шелушение на протяжении 5-6 дней, но нет вот этих жутких таких зеленых ран. Наоборот, принцип у него действия, он регенерирует кожу, помогает ей восстановиться. Например, после микроблейдинга мы сначала удаляем ревайвингом, он расщепляет зарубцованную ткань, помогает пигменту выйти, и тогда уже можно лазером или дальше продолжать, например, процедуру удаления ревайвингом. Я объяснила нашу практику, я поделилась то, как мы удаляем в Веселевич студии неудачный татуаж, то есть мы совмещаем лазерное удаление, чередуем, и ревайвинг. Два этих метода позволяют удалить любой татуаж с любой зоны. И плюс сейчас у нас мы запустили второй вид лазера, тоже Q-Switch, но он еще усовершенствованнее, и он как раз идеально подходит для глубоких татуировок на теле. И я обязательно буду с вами делиться нашими результатами.